Здравствуйте, с вами Сергей Ли, и сегодня мы поговорим о том, как Кастанеда обманывал и обманывает своих читателей, для чего он это делал, по моему мнению, и как из этого извлечь практическую пользу. Итак, предыдущее видео, посвященное практикам Карлоса Кастанеды, точнее его творчеству, оно не набрало прям так много просмотров, однако оно показало, для моего канала беспрецедентную активность в комментариях. Поэтому всем, кто поддержал мое желание снимать видео на эту тему, всем вам большое спасибо. Сегодня я хочу поговорить о мифологии Карлоса Кастанеды. Для чего, что под этим подразумевается, где мы можем эту мифологию увидеть и каким образом она является одним из инструментов воздействия книг Кастанеды на нашу психику, на наше восприятие. Смотрите, по мере практики, то есть, напоминаю, я рассказываю не о том, что, да, вот Кастанеда писал там какой-то книги, да, и это нужно понимать так. Я говорю о том, как творчество Карлоса Кастанеды понимаю я. Тем более, что, как я уже говорил, непосредственно кастанедовскими практиками я не занимаюсь, то есть я иду своим собственным путем и с книгами Кастанеды только сверяюсь. Так вот, в свое время я обнаружил интересный феномен. То есть, когда я читал Кастанеду первый раз, я практически ничего не понял. Когда я, там, скажем так, прочитал его второй раз, я понял что-то, да, начал это практиковать, там, и так далее, и тому подобное. Третий раз я внезапно понял, что я все понял неправильно, и нужно практиковать вот таким-то образом. Четвертый раз я понял в очередной раз, что я все неправильно понимаю. И нужно все опять переделывать. Когда я начал задумываться над тем, в чем причина этого явления, когда ты читаешь, и такое ощущение, что ты эту книгу вообще никогда не читал. Вроде бы сюжет знакомый, уже до дыр зачитан, а смысл совершенно другой. И причина этому, по моему мнению, она оказалась очень, скажем так, революционной, может быть, да, по своему масштабу. Дело в том, что я подозреваю, что Карлос Кастанеда, он намеренно писал свои книги так, чтобы основной их смысл, практически и прагматически, постоянно ускользал от внимания читателя, отвлекаясь на ловушки, которые он закладывает в свой сюжет, причем делает это мастерски. Для того, чтобы понять, в чем смысл такого обмана, в чем смысл такой коварной работы, нужно немножко обратиться к тому, что он говорит. А говорит он о том, что психика человека современного, она строится на 3 китах. То есть первый кит – это чувство собственной важности. В процессе нашей жизнедеятельности, для того, чтобы наша психика была стабильна, мы должны постоянно получать подтверждение тому, что мы в этом мире что-то означаем. Что мы не нули без палочки, да, а единички. И, соответственно, наша деятельность, неважно, чем мы занимаемся, она во многом выполняет эту функцию, то есть поддерживает наше чувство собственной важности. И любой, скажем так, факт, который утверждает обратное, что мы там не величина какая-то, а ноль без палочки, она наносит очень серьезный ущерб нашему психическому здоровью. То есть человек может, например, заниматься бизнесом. Для того, чтобы, не для того, чтобы заработать деньги, да? Хотя это тоже само собой разумеется, а для того, чтобы все знали, что он вот такой серьезный, солидный бизнесмен, уважаемый человек. То есть это делается для того, чтобы чувствовать себя значимым и поддерживать свою психику в состоянии статус-кво. Или он, предположим, может быть хреновым бизнесменом, у него все валится из рук, но на словах он будет Лев Толстой, да, то есть он там супер-пупер миллионер, Билл Гейтс отдыхает и так далее. Для чего? Для того, чтобы, опять же, поддержать статус-кво, то есть утвердить свое чувство собственной важности. Почему? Потому что в противном случае его психике будет нанесен непоправимый урон. Вторым китом является так называемый страх смерти, а точнее борьба со страхом смерти. То есть, а еще точнее игнорирование страха смерти.
По сути дела, вся наша цивилизация настроится на игнорирование страха смерти. Если, предположим, еще в средневековье мы видим у людей достаточно простое, незамороченное отношение к смерти, да, ну, то есть вот родился ребенок. Санитария плохая, ребенок умер. Ну, умер еще одним родителем, ну, что поделать. Все мы смертны. И там вот проявление вот этого отношения, ну, вот, например, часто в виде плясок смерти, да, мы видим на картинах, скелет танцующий скелет и прочее. То есть это все вот пример проявления отношения средневекового человека к смерти. То есть он относился к этому естественно, спокойно. То есть он смерти не боялся, ну, вернее, боялся, конечно, но не заморачивался по этому поводу. Мы же, когда речь заходит о факте нашей неминуемой смертности, очень сильно на эту тему заморачиваемся. И по большому счету все, что мы делаем, оно во многом построено, ну, то есть предназначено для того, чтобы игнорировать этот страх смерти. Почему? Потому что он сам по себе является очень травматичным для человеческой психики. Типичные примеры. То есть насколько люди боятся смерти, насколько они это все дело отрицают. Вот хороший пример, когда там мне много раз говорили, что вот я не испытываю страха смерти, я смерти не боюсь. Резко подскакиваешь человеку, наносишь удар, ну, как будто ты пытаешься его ударить, не бьешь, естественно. Человек падает в истерику. То есть страха он боится, он просто вытеснил этот страх из своей психики, но он его не проработал, то есть смерть он боится по-прежнему, и любой, скажем так, факт, который говорит, что на самом деле он смертен, потому что, ну, грубо говоря, когда на вас нападает внезапно ни с того ни с сего человек, да, который еще умеет, судя по всему, это делать, и вот тут у вас все расслабляется, все, ноги начинают трястись, и вы понимаете, что все, что вы там себе придумали, это не так, да, то есть вы по-прежнему смертны, у вас кости так же ломаются, как у других людей, челюсть вам также легко можно выбить, и мозги можно легко вышибить. Вот в этот момент все, да, у человека паника начинается, это как раз-таки проявление страха смерти. Все, что мы делаем, да, вот эта поговорка, да, мужчина должен посадить дерево, да, вырастить сына, построить дом, это что? Это вот как раз-таки попытка этот страх вытеснить. Да, то есть вот я умру, а дом останется, я умру, а дети останутся, я умру, а дерево будет продолжать расти. То есть это второй кит. Третий кит — это так называемая жалость к себе, которая очень часто маскируется, да, изображает жалость к другим. То есть, ну, по большому счету, человеческая эмпатия, да, способность к сопереживанию, она строится вот на этом третьем ките, когда для того, чтобы прочувствовать другого человека, да, понять, что он ощущает, нам нужно поставить себя на его место. То есть этот механизм у нас, в общем-то, он развит, если мы, конечно, там, не страдаем какими-то психическими патологиями. Соответственно, то есть вот, предположим, кто-то болеет, да, и вы начинаете испытывать к нему там сочувствие какое-то и так далее и тому подобное. Если, вернее, для того, чтобы прочувствовать вот это сочувствие к нему, то вы должны что? Подсознательно, это не делается специально, да, вы представляете себя на месте вот этого больного человека, как бы вы страдали, жалеете сначала себя, а потом вот эта жалость, она проявляется уже к этому конкретному человеку. Понимаете, да? То есть вот такой механизм. И вот эта жалость себе, это тоже предохранительный механизм. Он что делает? Он не дает нам сгореть, он страхует нас во многом от всяких переработок, там, перегрузок и прочего. То есть, по большому счету, вот если, когда мы читаем Карлоса Кастанеду, мы такие, ой, как плохо, да, чувство собственной важности, да, и вот сейчас чувство собственной важности, оно даже мемом стало, что вот, там, человек на форуме демонстрирует свое ЧСВ, там, прокачивает, там, самоутверждается и так далее и тому подобное. Но важно понимать, что это эти три кита, на которых наша психика базируется. Если вы хоть один из этих китов поломаете, самое лучшее, что вас ждет, это палата с мягкими стенами и галоперидол в лошадиных дозах. То есть, если мы этот механизм ломаем, наша психика ломается вместе с ним. Так вот, с точки зрения Карлоса Кастанеды, вот эти три кита, они в то же время являются еще и чем? Они являются тюрьмой для нашей
сущности, для нашей личности. Почему? Потому что они расходуют на себя, на поддержание себя всю нашу свободную энергию или личную силу. Поэтому у человека для магической практики, для выхода за пределы человеческого восприятия энергии не остается. Соответственно, именно поэтому мы и смерть. Почему? Потому что если у нас огромное количество личной силы, то наша жизнь может длиться весьма долго. Так вот, проблема в том, что если мы начинаем как-то пытаться увеличить свою, скажем так, личную силу, увеличить свою свободную энергию, то в первую очередь эта энергия идет куда? Идет на реализацию вот этих самых 3 китов. Чувство собственной важности, страх смерти и жалость к себе. И про Кастанеда он дает им альтернативу. То есть, если мы хотим выйти за пределы человеческого восприятия, да, то есть за пределы этой реальности, то мы должны накопить личную силу. А для этого нам нужно очень серьезно ослабить вот эти 3 кита. Не избавиться от них. Почему? Потому что избавиться от них невозможно. Но перенастроить эти механизмы таким образом, чтобы они потребляли минимум энергии, либо вообще не потребляли. Соответственно, для этого требуется определенный образ жизни, мыслей и поведения, которые, ну, так, очень грубо можно назвать безупречностью. То есть вы, действуя согласно определенным правилам, оптимизируйте свое поведение так, что у вас расходы энергии, то есть личной силы, сводятся к минимуму, и она начинает накапливаться. Так вот, если вы помните предыдущее видео, то там я говорил как раз-таки о концепции дырявых горшков. То есть предполагается, что люди, которые там намеренно идут в магию, в эзотерику, в какие-то там энергетические практики и прочее, да, то есть у них, ну, с точки зрения Кастанеда, они являются так называемыми дырявыми горшками. То есть у них в психике есть какой-то дефект, который не дает им нормально адаптироваться в своей обычной жизни, и они пытаются вот этот изъян компенсировать практиками какими-то там мистическими. И таким людям эти мистические практики, они по большому счету противопоказаны. Почему? Потому что они ведут к дезадаптации, ведут к различным проблемам психическим и прочим. Соответственно, начинаем читать Кастанеду, что мы видим? Ну вот, что я, по крайней мере, вижу вот на этом этапе развития. Я вижу, что там целенаправленно расставлены ловушки, которые активируют вот эти самые, скажем так, киты наши. Чувство собственной важности, активирует страх смерти, активирует чувство жалости к себе. Для чего? Для того, чтобы человек, который не готов к серьезной практике, просто получил то, что ему нужно. Предположим, вам не получается как-то утвердить свою важность в этом мире. Ну, то есть не сложилась карьера, не клеится личная жизнь там, да, вы понимаете, что вам там, у вас кризис среднего возраста, вы вообще ничего не добились в этой жизни. И так далее и тому подобное, вам плохо. То есть вашей психике наносится ущерб прямой. Это просто опасно. И тут вы открываете для себя книги Карлоса Кастанеды. И что вы там видите? Вы видите, что вот все люди это быдло тупое, да, ЧСВшное, которое там ходит и только доказывает всем, что он что-то из себя представляет. А вы теперь, да, когда прочитали эти книги, когда познакомились с этими практиками, вы теперь все, вы уже не ЧСВшный чувак, вы маг и волшебник, и вы двигаетесь по пути знаний. Все, вы эту язву закрыли, эту дырку своей личности, да, но вы заблокировали полностью себе практику. Почему? Потому что все, ваше ЧСВ сейчас прокачивается, да, чувство собственной важности. И вся личная сила, которую вы, может быть, нарабатываете с помощью этой практики, она туда уходит. Но ваша психика остается стабильной более-менее. Ясно, да? Или другой пример. Предположим, у вас там, вы подросток, сперматоксикоз, у вас много гормонов, у вас много половой энергии, ее девать некуда, а с девушками не клеится. И вот вы начинаете комплексовать, может быть, я урод, может быть, я там то, сё, 5, 10. Открываете книгу Карлоса Кастанеды и читаете, что маг, он должен беречь свою сексуальную энергию. Почему? Потому что если он ее потратит, то, опять же, он не сможет там
чего-то добиться. И тут вот все, вот оно, да, я теперь, значит, не чувак, который не нравится девушкам, я вот великий маг и волшебник, который экономит свою личную энергию, да, сексуальную, для того, чтобы там достичь каких-то высот. Опять же, вы закрыли язву, да, ну как, вы не решили проблем, но вы, по крайней мере, язву закрыли и опять же заблокировали все практики. Соответственно, третий пример очень актуальный, очень наглядный. Я думаю, в эту ошибку многие те, кто пытался практиковать техники Карлоса Кастанеды, я думаю, ну, вы либо узнаете этот опыт, либо призадумаетесь над ним. То есть, если человек обладает особенностями такими, как интроверсия, да, то есть это выраженный интроверт, если еще и шизоидные наклонности есть, под шизоидными подразумевается не психиатрический диагноз, да, то есть не шизофрения, а подразумевается особенность, ну, такая определенная акцентуация личности, которая, в общем-то, является, ну, близка к норме, то есть пограничной состоянию. То есть у вас могут быть, да, какие-то проблемы с коммуникацией, с окружающими людьми. В силу того, что, ну, наше общество ну, рассчитано на экстравертов, да, а интровертам в нем живется не очень хорошо. И если у вас, предположим, не получается наладить отношения с окружающими людьми, вам сложно знакомиться, вам сложно коммуницировать, там чего-то там, добиваться с помощью этого общения. И тут вы опять же открываете Карлоса Кастанеду и видите, что есть два кардинальных направления в практике. Это искусство сталкинга, искусство сновидений. Причем сталкеры это люди как раз социально адаптивные, которые тренируются и развивают себя именно взаимодействуя с другими людьми. А сновидящие это люди, которые интроверсивные, вот они как раз таки, практикуя сновидения, они вот, развиваются, это их путь развития. И сновидящие, они в повседневной жизни, ну такие люди немножко странные, да, у них не получается вот, активно с другими людьми взаимодействовать. Там даже пример есть, когда Карлос Кастанеда встречается с магами партии Дона Хуана, своего учителя, и там две женщины сновидящие, они ведут себя как, ну, реально как чокнутые. То есть, и вот тут вы такие, о, да, значит, мой путь это путь вот сновидения. То есть, и то, что мне не получается там наладить отношения с окружающими людьми, это просто особенность моя, которая делает меня более сильным сновидением. На самом деле, с точностью до наоборот, потому Карлос Кастанеда спокойно говорит, что, ну, в последующих, естественно, что, ребята, для того, чтобы нормально заниматься сновидением, нужно изучать сталкинг. То есть, грубо говоря, если вы там, даже если вы такой человек, да, то есть интроверсивный и так далее, в сновидение вы можете лезть только после того, как наладите, научитесь эффективно коммуницировать с окружающими людьми, да, то есть освоить искусство сталкинга. Понятно, да? То есть, чем более вы сновидящий, тем больше вы должны практиковать сталкинг. И наоборот. То есть, сталкер, он может, как бы, должен развивать те качества именно сновидящего. Соответственно, в качестве таких же ловушек у нас выступает и то, что я называю мифологией. Что такое мифология? Ну вот, когда Карлос Кастанеда говорит о безупречности, о борьбе со страхом смерти, о борьбе с чувством собственной важности, с жалостью к себе, когда он говорит о техниках сталкинга, о техниках сновидения, то есть это практически раздел, это соль системы. Когда он говорит о безупречности, да, это, ну, грубо говоря, ее выжимка, это основа, ну, суть ее, главная мысль. То есть безупречность это вот тот подход к жизни, тот образ мысли, образ реагирования, который сводит потери энергии к минимуму и ведет к ее накоплению. То есть это ее суть. А вот когда он начинает говорить о том, что есть какая-то неведомая сила, которая называется, вот древние видящие ее увидели и описали в виде огромного орла. И вот когда человек умирает, орел своим клювом выдирает его осознание и съедает его. Это его пища. И все мы, наше осознание, являемся пищей для этого орла. Да, вот это такая сущность. И исходя из этого, древние видящие, они там придумывали способ, технику перепросмотра для того, чтобы этого орла обмануть. Вот это мифология. Почему? Потому что она на практический раздел никакого влияния не оказывает. То есть без разницы. Для того, чтобы вот эти практики, которые Кастанеда описывает, для того, чтобы они работали, вам не нужно ни в какого орла верить. И даже если он про это бы ничего не написал, ничего бы не изменилось. Или другой пример, да? Вот искусство сновидения, там Карлос Кастанеда описывает свои практики
сновидческие, и вот как он там сталкивался с неорганическими существами. Это разумные существа из параллельных, ну, грубо говоря, из параллельных реальностей, которые питаются в том числе человеческим осознанием, человеческой энергией. И они могут выступать в качестве союзников, да, то есть выполнять какие-то поручения мага, но всегда их цель что? Пожирание, там, осознание там, мага. И, соответственно, они всегда очень коварны для того, чтобы захватить осознание мага и сожрать его. Мы читаем, да, это выглядит как настоящий триллер, да, там с переходом чуть ли не в пафос и прочее, но когда Карлос Кастанеда описывает свои вот взаимоотношения с этими неорганическими существами Дону Хуану, что ему Дон Хуан всегда говорит? Это все из-за того, что ты не безупречен. Это все из-за того, что ты ведешь себя не безупречно. Это все из-за того, что ты не следуешь пути воина. То есть, опять же, значение имеет безупречность, да, то есть следование пути воина. А все вот это неорганика и прочее и так далее, оно никакого значения не имеет для практики. То есть, если ты не безупречен и занимаешься, например, вот какими-то мощными мистическими практиками, типа сновидения, да, и так далее и тому подобное, то неважно, что тебя там уничтожит. Эти неорганические существа или твои собственно активировавшиеся какие-то психокомплексы. Разницы нет никакой. То есть ничего не меняется. Будучи не безупречным, ты рискуешь, скажем так, с большой долей вероятности просто, ну, либо там, погибнуть, либо потерять психическое здоровье во время этих практик. А если ты безупречен, то, опять же, неважно, с чем ты столкнешься, шансы твои на выживание и дальнейшее развитие, они повышаются. То есть вот эта мифология, она для чего нужна? Она нужна, опять же, для, ну, то есть она выступает в качестве ловушки для вашего внимания. И здесь мы выходим вот как раз-таки на этот феномен, который в полный рост встает в процессах обучения. Причем неважно, чему мы учимся. Учимся ли мы боевым искусствам, магическим практикам, энергетическим практикам, оздоровительным практикам, да, и так далее и тому подобное. Вот этот механизм, он встречается везде, где есть прямое обучение от одного человека к другому, да. В чем он проявляется? То есть, смотрите, давайте разберем на примере, ну, хотя бы, опять же, оздоровительных практик. Вот мне мои продюсера, которые курируют мою работу, да, то есть помогают мне продвигать мою систему, занимаются рекламой и так далее, они всегда говорят: Сергей, ну, очень часто, по крайней мере, говорили в свое время: Сергей, а почему бы вам не одеть китайское кимоно, ну, вот это ифу, да, там, с воротником стоечкой, там, и так далее, и не читать вебинары в нем? Я говорю: нахрена? Они говорят: ну, это производит совсем другое впечатление, то есть люди будут вас более внимательно слушать и так далее. И, ну, я им просто сбросил свою фотографию в китайском кимоно, и они после этого от меня с этой идеей отстали. Почему? Потому что я там похож не на Брюса Ли на пике форме, а на Бола Янга. Вернее, на Самохонга с запоя. То есть, ну, для тех, кто погуглите Самохонг, да, это китайский киноактер, ну, очень мастер ушу, действительно. Но он такой достаточно неоднозначной внешности. Так вот, но они были правы. Почему? Потому что, когда мы начинаем вот такую символику добавлять, то есть китайское какое-то уж там, несмотря на то, что моя система вообще никакого отношения не имеет к китайским стилям, да, но вот если одеть вот это китайское уфу, но приличное количество зрителей, они начнут действительно по-другому воспринимать информацию, по-другому реагировать. Почему? Потому что, опять же, здесь включается вот эта самая мифология. Что она подразумевает? Смотрите, если мы испытываем, опять же, какой-то дисбаланс, да, в нашей жизни и не чувствуем себя значимым, то есть наше чувство собственной важности находится под ударом, то очень часто происходит следующее. Предположим, у вас есть какая-то проблема, которая не имеет никакого отношения к вашему чувству собственной важности. То есть, предположим, у вас болит там спина или еще что-нибудь, ну там со здоровьем проблем. И у вас возникает, вы приходите к выводу, что вам нужно укреплять свое здоровье, да, с помощью упражнений. Вы начинаете искать. И вот тут у вас появляются, да, там варианты. Например, йога. Или, предположим, какой-то там метод лечебной физкультуры. Да, вполне официальный медицинский.
И какая-то баба с рака, да, какая-то колдунья, которая говорит, что вообще там никакие упражнения не нужно, нужно вот просто, чтобы она сняла вам порчу. И вот вы приходите, предположим, к йогу, да, ну, там в секцию йоги, и вам говорят, что вот у вас, скажем так, вот тут-то, тут-то идут такие-то там проблемы, и вот нужно заниматься регулярно для того, чтобы что-то получить. А потом вы идете в группу лечебной физкультуры, чтобы посмотреть. Вам говорят, ну, у вас вот такой-то диагноз, такая-то проблема, нужно вот делать такие-то упражнения. Ну, ладно. Потом вы приходите к какой-то бабе с раки, да, потомственная. Она потомственная колдунья, да, то есть там 30 поколений ее, они являются потомственными ведуньями, вещуньями и так далее. И баба с рака вам говорит, что вот вам нужно там... у вас есть на самом деле магическая энергия, которую нужно пробудить для того, чтобы ваши там болячки прошли. И что мы имеем? Да? То есть в одном случае, там, предположим, с той же йогой, да, это какая-то история определенная, хотя, ну, тоже она в общем, во многом мифологизирована. А в другом случае мы вообще никакой мифологии не имеем, мы имеем просто там, какой-то метод лечения. И в третьем мы имеем вообще только одну мифологию, в которой ничего больше нет. Да? И что вы думаете, очень большое количество народу, оно пойдет именно к бабе с раки, оно не пойдет там на йогу, там на йоге там тренироваться нужно, лечебную физкультуру тоже тренироваться нужно, еще разбираться, что у тебя там происходит. А у бабы с раки у тебя там магическая энергия, вот она сейчас ее пробудит, и у тебя все там пойдет. Почему такой странный выбор? Да, что вот мы идем туда, где кроме мифологии ничего нет. Потому что, когда мы идем туда, мы приобретаем вот это самое чувство собственной значимости. То есть, если мы занимаемся у какой-то там инструкторши, непонятно, да, или 25, или 30, да, и, ну, что она там, кто она такая, ну, вот она отучилась где-то, да, там где-то занималась, или у какого-то доктора, который там, вот, лечебной физкультуры и прочее. Ну, что это нам, нашему чувству значимости ничего не дает. А вот когда нам говорят, вот баба с рака нам говорит, что ты великий маг и волшебник, да, у тебя эта энергия есть, просто вот на тебе порча сидит и так далее и тому подобное, то ты понимаешь, что на самом деле, что ты крутой. Вот, все. И в этот момент происходит то, что я называю, ну, сбитым прицелом. Когда вы вместо того, чтобы решать конкретную проблему, начинаете удовлетворять свои какие-то психические заморочки. Понимаете? Вот когда, предположим, если бы я делал это китайское ифу, да, на себя там, все, ну, можно найти, подобрать фасоны под меня, то, да, пошел бы вот этот ореол, да, там какой-то, что вот это на самом деле какой-то азиат, какой-то, да, какая-то тайна у него есть, то все 5-10. И если мы у него будем восстанавливать здоровье, то значит, вот мы будем более значимы. То есть, ну, это тупиковый путь. Почему? Потому что такие люди, да, то есть, если вы в такую ловушку попадаете, вы блокируете себе просто практику. Все. То есть, не будет у вас никакого развития. Более того, вот если кто-то помнит, да, там перестроечные времена, когда как раз пошел взлет вот этих всех, биоэнергетика, магия, все стало разрешено, появилось огромное количество школ, там различных курсов, кружков и прочее. Я сам в таком кружке там провел 4 года, да, это не считая еще кружка психотерапии и прочее. Так вот, когда вы начинаете в какие-то такие группы вливаться, то там запускается еще одна очень интересная психологическая игра, которая, опять же, может не только, да, заблокировать развитие конкретного ученика, причем наглухо, но и заблокировать развитие его учителя. То есть, смотрите, то есть в чем суть вот этой игры психологической? Называется эта игра пьедестализация. То есть я буду у вас заниматься, если вы докажете, что вы великий учитель, что вы великий. Да? Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, ну, то есть, грубо говоря, если я занимаюсь у кого-то, какого-то неизвестного чувака, то и я никто, на самом деле. А вот если я занимаюсь у кого-то великого, а для того, чтобы он мог доказать, что он великий, у него должна быть какая-то мифология. Ну, например, что я на самом деле ездил в Китай, и там 20 лет учился там искусству восточной медицины. О, это мифология, да, это круто. Это, вот, чувак, я у тебя хочу заниматься. Чтобы тоже быть крутым. Да? Или, предположим, вот ты пришел к инструктору по боевым искусствам, ну, вообще у тебя задача научиться драться, чтобы тебе по морде не били. И вот, а вот
у тебя есть что-нибудь такое? Да? Он говорит, а я на самом деле ветеран горячей точки. Вот я вот эти боевые искусства применял там в горячей точке. О, да, это мифология. Да, то есть что? Вы увеличиваете, возвеличиваете себя, занимаясь у кого-то великого. Ну, вот так вот, если вы приходите вот именно с таким настроем, то вы просто ничему не научитесь. Просто-напросто. Почему? Потому что вся ваша психическая энергия, которая должна идти на самом деле на что? Потребление информации, анализ ее и интеграцию в свою жизнь, да, она будет уходить на какую-то ерунду. Да, вот на поддержание как раз чувства собственной важности. Более того, когда вы вот с таким настроем приходите к учителю, даже если он до этого просто был адекватным инструктором, то он может тоже в эту игру включиться. И тогда у него начинается другая болезнь, которую он обычно называет, да, это звездняк поймать или стать гуру, то есть загуриться. Когда он начинает эту мифологию генерировать. То есть он понимает, что его ученики пришли, они от него хотят не каких-то практических знаний, они от него хотят вот этой самой мифологии. Он ее начинает генерировать. И вот тут он начинает завираться, естественно. Это, опять же, происходит не за то, что люди вот такие сволочи, да, вот злой инструктор, да, жадный, вот он начал про себя историю распускать. Нет, просто он подсознательно пытается угодить своим ученикам, которых он воспринимает, ну, то есть к которым он хорошо относится. Что при этом происходит? То есть, ну, теперь блокируется уже его развитие как инструктор. Понятно, да? То есть произошло смещение приоритетов, да, когда вы забыли уже про ту проблему, которую вы собирались решать. То есть пришел на оздоровилку, но ты забыл про то, что ты хотел убрать проблему с позвоночником или еще с чем. Ты теперь занимаешься какого-то великого гуру. Все. Хана твой. Или, предположим, пришел на боевые искусства, но вместо того, чтобы тренироваться до седьмого пота, да, спарринговать и прочее, ты там просишь своего сенсея рассказать, а как он там в горячей точке резался на ножах и прочее. Все, и хана тренировки. То есть ни ты не тренируешься, ни инструктор сидит там какие-то байки травит. Ну, может быть, они могут быть основаны на каких-то реальных событиях, но они все равно потом начинают немножко изменяться, развиваться. И вот формируется такая мифология. То есть это ошибка, несмотря на то, что вот мы на примере Кастанеды ее выявили, да, то есть Кастанеда ее поощряет, эту ошибку. Для чего? Для того, чтобы блокировать практику тем, кто не готов. Но она же в повседневной нашей жизни, она блокирует нам достижение наших целей. То есть, когда наши психокомплексы, да, наши какие-то психологические проблемы, они просто не дают нам брать то, что, зачем мы пришли. Ясно, да? Хорошо, подведем итоги. Итак, чувство собственной важности, страх смерти и жалость к себе – это инструмент, который позволяет нам сохранять психическое здоровье, психическую стабильность. Если они перестают справляться со своей работой, если где-то по какому-то из этих трех китов наносится удар, мы испытываем прямой, недвусмысленный ущерб, который может очень плохо для нас закончиться, как в психическом отношении, так и в физическом. Поэтому наша деятельность строится на том, чтобы, скажем так, удовлетворять потребность во внимании, да, там, в осознании своей значимости, и в игнорировании страха смерти, и в жалости к себе. То есть мы нуждаемся в жалости. Однако это не, как говорит Кастанеда, это не единственный путь, есть и другой путь, который он в своих книгах и описывает. Так вот, если мы берем на вооружение то, что вот ЧСВ, чувство собственной важности, страх, смерть и жалость к себе – это абсолютно нормально, это не означает, что с ними не нужно работать. Их нужно контролировать. Почему? Потому что если мы их не контролируем, то мы как раз-таки попадаемся в вот эти ловушки, да, только их уже расставляет не Карлос Кастанеда, а реальная жизнь. И, соответственно, мы не получаем то, что должны получить, мы тратим просто энергию на всякую ерунду и двигаемся куда? К пути просто полного истощения. Потери жизненных сил. На этом на сегодня все. Если тема интересна, то опять же пишем в комментариях.
подписываемся, ставим там плюсики там, или минусы, неважно. В следующем уроке я поговорю немного о практиках сталкинга, да, ну, то есть, опять же, о том, как я их понимаю и где они могут быть полезны, где они могут быть интересны. На сегодня все и до скорых встреч.